Уилл, я не все знаю. Но вот это, то, что здесь, это не твоя вина. Знаю. Нет, ты не виноват. Я понял. Нет, ты не понял. Ты не виноват. Знаю. Ты не виноват. Да. Ты не виноват. Ты не виноват. Не дразните меня. Есть чувство, которое может прожигать сильнее, чем боль или страх. Оно не дает спать по ночам, заставляет возвращаться к поступку снова и снова, как в той знаменитой сцене из фильма, где герой не может принять прощение, потому что его внутренний судья кричит: «Ты виноват». Именно о чувстве вины мы будем говорить сегодня. Вина иногда становится индикатором, который помогает нам исправить ошибки. Но очень часто это чувство превращает нашу жизнь в бесконечный сценарий расплаты и хронического долга. Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Пашник, и вы на канале «Психологика человека». Сегодня мы поговорим о том, как чувство вины проникает в нашу жизнь и как разрушает ее изнутри. А в конце видео я дам вам конкретные инструменты, чтобы вы могли отличить полезную вину от токсической и сделать первый шаг к прекращению самонаказания. В прошлом видео мы говорили о чувстве стыда. И часто мы путаем вину и стыд, ощущая их почти одинаково. Именно поэтому нам важно увидеть их принципиальное различие. Эти чувства всегда идут рядом, но работают они совершенно по-разному. Если стыд — это приговор личности, который говорит «я плохой» и заставляет нас спрятаться, то вина — это индикатор действия, которое говорит «я сделал плохо» и толкает нас исправить. Это различие ключевое. Работа с виной хоть и болезненна, но более конструктивна по своей природе. Вина всегда привязана к конкретной ошибке, а не к вашей личности в целом. Она ставит перед вами задачу, которую вы можете решить, а не приговор вашей личности как таковой. Вопрос лишь в том, здорова ли эта вина или она уже стала хронической. Чувство вины — это наш встроенный регулятор социальной жизни. Здоровая или функциональная вина, она является помощником, поскольку привязана к конкретному поступку и ведет к репарации или исправлению. Она говорит: «Я совершил ошибку, нужно извиниться, исправить и двигаться дальше». Это конструктивно. Токсическая же вина — это хроническое состояние долга. Она не про поступок, а про ощущение постоянной обязанности и невозможности освободиться от этого бремени. Токсическая вина словно шепчет: «Ты виноват во всем, ты всем должен, ты не имеешь права на радость». Такая токсическая вина становится не регулятором, а тюремщиком. Токсическая вина создает для нас своеобразный сценарий вечного должника, который состоит из разных камней, а эти камни мы носим в своем внутреннем рюкзаке. Давайте посмотрим, какой груз вы, возможно, тащите. Самый острый камень — это вина перед родителями. Это словно крик: «Я не оправдал их надежд, я не соответствую их ожиданиям». Или, что еще сложнее, «Я живу лучше, чем они, и чувствую, что должен расплачиваться за их тяжелую жизнь». Рядом с ней, виной перед родителями, часто присутствует вина перед детьми, которая словно смешивается со страхом. «Я недостаточно хороший родитель, я обязан давать больше». Еще один вариант вины, который мы часто носим, это вина за успех. Почему мне удалось, а другим нет? Это чувство заставляет вас саботировать свои достижения, чтобы уравновесить чужую боль. Еще один вариант вины, который мы встречаем в отношениях, это вина созависимого. Она может звучать как «я виноват в его или ее гневе», «я должен или должна больше стараться». И, конечно, такая форма вины, как вина выжившего, когда вам удалось избежать какой-то трагедии, а кто-то, кто был рядом, погиб. И тогда звучит внутри голос: «Я должен был остаться или помочь. Я должен был быть на его месте. И теперь я в долгу». Не стоит также забывать и о коллективных формах вины. Культурная и религиозная вина — это те догмы, которые заставляют вас чувствовать себя грешником по праву рождения.
Откуда же берется этот сценарий вечного должника? Первый и главный источник – это родительские послания. О них я говорила в одном из своих видео. Ссылочку прикреплю в описании. Родительские послания могут звучать так. «Ты меня расстроил. Если бы не ты, моя жизнь сложилась бы иначе». Родители, сами того не желая, закладывают в нас семена вины, используя ее как инструмент манипуляции и контроля. Второй источник, который формирует сценарий вечного должника, это вина за запретные чувства. В детстве нам часто говорили: «Не смей злиться, мальчики не плачут, не расстраивай меня». Так мы усвоили, что некоторые наши естественные чувства – это плохой поступок, за который нужно наказывать. И в итоге, когда вы чувствуете злость или обиду, мозг автоматически переключается. Вместо того, чтобы чувствовать запрещенную эмоцию, вы начинаете чувствовать вину. Это своеобразная эмоциональная замена. Психика выбирает чувствовать себя виноватым, чтобы не рисковать, ощущая запретный гнев или печаль. Третий источник формирования сценария вечного должника – это общество и культура. Нам постоянно транслируют недостижимые идеалы, которые создают хроническую вину за несоответствие. Настоящий мужчина обязан содержать семью любой ценой. Хорошая мать должна быть всегда рядом. Попробуйте почувствовать, звучали ли когда-либо внутри вас подобные сценарии. Когда этот сценарий должника закрепляется, ваша жизнь меняется необратимо. Вина перестает быть про ошибку и про исправление. Она превращает вас в вечного просителя прощения у всех и за все. Токсичная вина лишает свободы выбора. Вместо «я хочу» появляется жесткое «я обязан». Она поддерживает токсические связи и созависимость. Вина отбирает радость и право на жизнь. И самое опасное, вина закрепляет внутренний сценарий наказания. Человек начинает сам себе искать способы страдания, лишь бы подтвердить своему внутреннему критику, что ты виноват и ты наказан. Вину нельзя стереть из жизни, но можно научиться обходиться с ней конструктивно. Нам нужна четкая последовательность действий, которая научит разделять ответственность. Где заканчивается ваша зона, а где начинается чужая зона ответственности. Попробуйте такой протокол дифференциации ответственности. Он состоит из 3 простых этапов. Этап первый. Объективно посмотреть на этот свой долг. Когда вина захватила вас, возьмите лист бумаги и разделите ситуацию на 2 колонки. Что в этой ситуации действительно мое, вы пишете в первой колонке, ваши действия или ваш выбор. И во второй колонке, что принадлежит другому, его чувства, его реакции, его жизнь. Будьте честны, вы отвечаете только за свои действия. Этап второй. Перевод в конструктивное действие. Если вина оказалась здоровой, не застревайте в самобичевании. Переведите вину в конкретное действие. Извинился, исправил, компенсировал. И после этого пошел дальше. Вина выполнила свою функцию, и вы свободны. Если вы чувствуете, что вина сжимает грудь и не дает вам дышать, то примените быструю технику. Встаньте обеими ногами на пол, сожмите кисти рук в кулаки, а потом их расслабьте. И произнесите твердо, глядя прямо перед собой: «Я отвечаю только за свой выбор и свои действия. Я не отвечаю за чужие эмоции, мысли и поступки». Это простое физическое действие возвращает вас в ваше тело и в вашу зону контроля, выключая самобичевание. Чувство вины есть у каждого, но оно не обязано управлять вашей жизнью. Когда мы учимся различать, где вина здорова, а где она превращается в яд, мы начинаем возвращать себе право на свой выбор. А теперь я хочу спросить вас, с какой виной вы чаще всего сталкиваетесь? Перед родителями, перед детьми, или это вина за собственный успех? Поделитесь в комментариях. Ваш опыт может стать светом для других. Чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на мой канал и до встречи.